Находясь слишком снизу, политики не касался, избегал. А тюрьма это, это страшно. Ощущение полной свободы. Ага, почему же мир столь плох и неблаговиден, который на грани вообще невозможно? Пытливая, она не отпускает тебя из своих объятий. Лучше я не напишу, если скажу, что думаю единственно о своей карьере. Сравнивать надо Тюмень с Тюменью. Или лучше с лагерем. То есть, одним словом, черт побери, что же такое мозг, да? Дневники Вильгельма Шенрока. 1973, 74, 75, 76, 77. Странная книга, которая вызывает во мне ряд сложных переживаний. Когда начинаешь жизнь с пробудившегося сознания, оно взрывается, то хочется, чтобы оно было наполнено непременно разумным содержанием. И тогда занятие рисованием или чем-то другим и является этим содержанием. И после окончания училища в 1969 году я расстался с друзьями. Жизнь словно бы прервалась в своем осознанном потоке. Надо было вернуть общение. Мы писали много писем, в которых раскрывался каждый из друзей, и писание отражалось на размышлении, как и размышление формировалось писанием. Таким образом, слово как будто бы нашло меня параллельно с рисованием. Оно являлось не только коммуникатором, но и наполнителем содержания жизни. И чем настойчивее прорывалось это желание наполнить жизнь содержанием, тем ярче становились слова и ответственнее. И таким образом возникли записные книжечки, которые выглядели вот так вот. Их удобно было носить в кармане, удобно было в них что-то писать. И не что-то писать, а постигать каждый день в его начинании, середине и конце. Этого требовал разум, которому нужны были точные и яркие слова для течения переживаний. Одним словом, записные книги начинали диктовать мне способ жить. И мне это очень понравилось. Одного рисования уже не хватало. Таким образом, книжечки заполнялись, и однажды превратились вот в такую книгу первого тома, которую я не брал в руки, потому что я не верил в то, что она осуществлена. Я не верил в то, что записные книги, которые велись ручным способом и являлись интимным содержанием жизни, вдруг реализовались в книгу, предмет которой был сам по себе метафизичным. То есть для меня книга была слишком ценным предметом, явлением, и веры в то, что я словно бы перевоплощен в книгу, никакой не было. Поэтому, когда вышел первый том в 19 году, я не решился его открыть и понял, что открывать мне его не надо. То, что я увижу внутри, меня может разочаровать, может оттолкнуть от того, что происходит внутри книги. И таким образом я застраховал себя от того, чтобы нести ответственность за происходящее в словах. Но тем не менее, все слова по-прежнему настойчиво преследовали меня и вместе с живописью являлись тем, что сопровождает не только каждый день, но и буквально часы жизни, чтобы быть реализованными. И мне интересно, что
наконец-то сегодня, да, 24 июня, в понедельник, 18:22, я впервые открываю первый том. Я мог бы многое сказать о том, что происходит во мне, но это я опускаю. И попробую, минуя предисловие, минуя много интересных слов, я вдруг оказываюсь, внутри дневников, как это все, в качестве книги все это сделано очень здорово и так, как я хотел бы, чтобы это было сделано. Так что вот удивительно, никакого разночтения, я не усматриваю. 10 августа 1973 года. Глава. Пытливый. Не знаю, была ли эта глава названа именно так. Возможно, что и была. Был план. Отпуск без содержания на 2 месяца. Покой, море, солнце. Заявление не подписано. Сижу в Тавде, уехать нечем, жара, пыль, денег 3 рубля. Досадно. Счастьице близко было. Думал, приеду в Новороссийск на другой день, после тебя. Встречу тайно. Маю, и мы условимся, что когда вы перейдете на косу, ты поплывешь, а я вынырну перед носом. Странно, что в жизни все так и было осуществлено. Я приехал, и Наталья, моя жена, хотя мы тогда еще не были женаты, моя девушка, с мамой гостили в Абрау-Дюрсо на озере, спали в палатке, и я нырнул незаметно. Берег был углом, я мог быть не виден, подплыл и вынырнул перед их лицами. Что было, конечно же, поразительно и удивительно. После Сибири, после мытарств, после весьма тревожных состояний, вдруг оказаться в центре плеска воды, солнца, свободы. Странно, но в словах это нашло подтверждение. А следующий день, 11 августа 1973 года, мое движение. Спал на вокзале, меланхолия, диверсия тыла. Почему диверсия тыла? Ну, видимо, да. Внутренне не слишком был согласен с меланхолией. Очень опасное явление. По значимости и сфере влияния она не уступает радости и даже превосходит ее, система обобщения. Начинается она с противоречия замыслам и доходит до наглого пренебрежения ими. Превосходство и неоспоримость ее только очевидны. А замыслы твои, хотя и прекрасны, но по меньшей мере глупы и наивны, что переходишь на ее сторону и обозреваешь руины своих замыслов вообще. Да, как это странно, что ты живешь отчасти в руинах, воздушные замки которых прежде тебе были очень дороги, но жизнь почему-то предлагает путешествие по руинам, которые в их тревожном состоянии золотятся вечерним солнцем, необыкновенно красиво, но и больно. Нельзя быть слишком доверчивым к своим замыслам, тем более, когда они зависимы, скорее от обстоятельств, нежели от собственной настойчивости. Хорошо, что я в те времена был уже очень настойчивым. Если вдруг стало холодно, значит, был слишком доверчив. Странно, что я мог тогда это писать. Сейчас, когда я в Тюмени, Новороссийск в прошлом, однако я все время сравниваю Тюмень с Новороссийском, отчего настроение также не поднимается. Сравнивать надо Тюмень с Тюменью, или лучше с лагерем. Вот память, она очень конкретна, и она такая
пытливая, она не отпускает тебя из своих объятий. И поскольку лагерь был переживанием весьма экстремальным, то он сжал душу в тисках в качестве вот воспоминания и не отпускал ее. И даже когда глаза радовались солнцу, какому-то спокойному течению жизни, вот минутному, то все равно вот этот зажим внутри тела, он оставался смертельно больным и тревожным. И вот это удивительно. Да. Час пик. Я почувствовал себя и умнее, и хитрее, и благороднее тебя. Чем еще ты мог меня пленить? И вдруг почувствовала, что я свободна, что при виде тебя у меня уже никогда не ёкнет сердце и не задрожат руки. Если думать, все начнется сначала, надо уступить. Наставлю. И еще заплачу, когда будет трудно. Вспомню необыкновенно серьезное и небывалое важное. Милые, добрые, нам надо писать вдвоем. Почему мы, люди вообще в скобках, начинаем любить? Я вижу девушку. Ира была такая же у косы, это пляж. Когда я заставил ее накрутиться и фотографировал. Если вещи не подчиняются мне, как я могу не злиться? Я делаю вид, что в общем-то все нормально, но я унижен молчанием, своим неумением сказать. Как только чувствую приближение опасности, начинаю стимулировать вдохновение. Настроение плохое, и я начинаю плакаться некоему неприходящему, вечному, чему навсегда принадлежишь ты. Пристрастие, несовесть, вероятность всего всюду. Здесь, на этом месте, сейчас же я мог бы стать другим. Я и есть другой. То есть, поскольку жизнь все время вместе с памятью преследует тебя в том обстоятельстве, которое имеют место быть, то ты не знаешь, как из них вырваться, поскольку они слишком жесткие. Тебе хочется поставить на эту жесткость созданное тобой чувство любви и привязанности. И вот Наталья, которая была моей девушкой, она стремилась не только в моем воображении, но и в бытовании быть рядом и поддерживать некое здравомыслие и ощущение приветливости и радости, которые могут быть в жизни. Потому что жизнь, чертова жизнь, текущая в повседневности, была весьма противоположной тому, к чему была рождена душа и чем она жила. Потому что если мы окинем взглядом поверхность так называемой жизни, то мы увидим, конечно же, какую-то землю, какие-то деревья, какую-то траву, если мы не в лагере, если мы не в тюрьме. То есть мы увидим обычную повседневность, которая как будто бы нейтральна относительно твоих чувств. Но твои чувства, и этому свидетельствует дневник, они перенасыщены вот раствором вот этой кислотности, которая вообще про другое. И хочется из своей судьбы вырваться в другую, в судьбу идеального, в состояние, когда ты рад приятию тому, что происходит как будто бы независимо от тебя. То есть, если бы ты был в капкане, и твою ногу смертельно сжал этот капкан, и тебе хотелось бы вырваться, состояние было бы точно таким. Все тело твое свободное, но нога схвачена. И не только схвачена, но и пронизана острыми шипами боли, и ты вырваться не можешь, как бы ты ни мечтал о красоте неба или красоте воображения. И вот странно, что в дневниках это где-то вот сохраняется. Будь моей. Но это неправда. Любить каждый день – неправда. Если любить было бы легко. Я живу, потому что люблю, потому что меня любят. Любовь скорее мечта. Вот почему она мечта, потому что ты же в капкане. Вдруг вспоминаешь, я люблю. И как только ты вспоминаешь, что я люблю, так тебе как-то становится как будто бы легче, как будто бы реальность уступает тому, что она может быть более податливой, более доступной. Когда спрашивается или говоришь сам, высшая радость в невозможности выразить счастье. Оно жгучее и мгновенно. Вернись ко мне. Еще большая ложь и абсурд. Обычно женится из-за подвернувшегося случая. Манят синие дали к себе все сильнее с годами. Каков же я конкретный и чему предназначен? Находясь слишком снизу, политики не касался, избегал. Одну идею провел, но мало что уяснил. Если драться за человека, обязательно ли касаться политики? А поскольку я был советским хорошим, добрым пионером, то мне, конечно же,
хотелось, ну уже к этому времени мне было, когда я писал дневники, мне было за 20, и я словно бы опирался на детство. А в детстве хочется справедливости, счастья, благополучия, и поэтому, естественно, я словно бы выбирал стезю революционера, настоящего человека, который живет во имя справедливости для всех. И вот выбор стези, он как раз и был тем, что в словарь прокрадывалось слово «политика». Хотя мне оно сильно не нравилось. Я ведь понимал, что все организовано, социальный мир, политикой. И если ей доступны такие рычаги и средства воздействия на реальность, то почему же мир столь плох и неблаговиден? При том, что лозунги были красивыми. Поэтому, извините, но политику надо чуть-чуть отодвинуть. Я с этим термином пользовался очень аккуратно. Каков же я конкретно и чему предназначен? Находясь слишком снизу, политики не касался, избегал. Одну идею провел, но мало что уяснил. Ага. Если драться за человека, обязательно ли касаться политики? Может быть, сегодня хитрость в этом и состоит. Лучше я не напишу, если скажу, что думаю единственно о своей карьере. Надо избегать альтернативу, надо учиться. Час пик любит. Когда понимает, что это угрожает ее существованию, находит обратное. Клин вышибается клином. Некорыстные слезки, не дружба навечная. Преувеличенная ученая скромность. Мы должны рассматривать всю жизнь человека на Земле как только мгновенную рябь на поверхности одной из наименьших планет в одной из наименьших звездных систем. Из книги «Взбирается разум». Цитата. Голову надо проветривать, как комнату. И некоторые слова оставлены в ручном исполнении, как они записаны в книге, в записной книжечке, что тоже интересно, но я их читать не буду, хотя они весьма любопытны. Что такое роман? При этом все время хотелось продвинуться в сторону написания романа, который как будто бы спасал тебя от нехватки кислорода. Как если бы ты двигался на вершину горы только за тем, чтобы надышаться. Потому что в низине слишком много этих проблем, не дающих жить свободно. И поэтому слово «роман» было ключевым в исполнении ощущения полной свободы. Ага, если у меня будет стол, на нем разложены бумаги, и я смогу написать слово роман, название, и начать его исследовать, то тем самым я как будто бы по смыслу буду приближен к жизни и буду понимать, что происходит со мной, как с персонажем, требующему жизни контакта непосредственно со смыслом. Не только как некая аура, которая может летать вокруг меня, что-то вроде некоего смысла. Нет. Но я должен ее полностью ощутить всеми клеточками своего организма. Роман – это разбег к прыжку. Он может быть коротким и длинным, но всегда одинаково упругим. Роман – это сомнение читателя. Странно, что я пытался с точки зрения профессионала размышлять над тем, над чем я еще не работал. Ну и так далее. Здесь довольно много. Роман – это бег, не писал, а громоздил. В последнее время перешел на восклицательное. То есть Леонардо да Винчи все время казалось, что он создаст книгу, атлас анатомии какой-то, очень ученый трактат, мощный, по исследованию человеческого тела. Он анатомировал, он собирал бумаги, отдельные листы. Колоссально умнейший гений. Но ему почему-то казалось, что его жизнь будет длиться за пределами набора материала. И вот когда она будет за пределами сбора материала, это то, что называется сегодня статистикой, собранием всего, он сядет как будто бы уже в другом перевоплощенном мире и создаст идеальную книгу. Но странно, что этот рефлекс гениального человека был столь по-детски наивен и прекрасен, и поэтому остались только кодекс, только листы, которые
собственно, мы теперь можем книгой называть. И книги-то издаются, но это не так идеальная книга о совершенстве знания, о которой мечтал этот гений. Он в каждом своем рефлексе хотел приблизиться к этому. Вот так же вот и здесь. Не писал, а громоздил. В последнее время перешел на восклицательное. Великая вещь – душевное спокойствие и довольство собой. Ну, конечно, великая вещь. Это Гёте сказал, цитата. Сборник диалоги. «Мы мужчины, у нас жить тяжело». Какой-то пьяный мужик сказал, в скобках записано. У женщин не легче, но они не спиваются. Это трезвая женщина. Все наше, и тюрьма, и параша. Сборник «Пошлая история». Отсидел 10 лет, задавил дочь дипломата. Сборник рассказа для детей. Муж говорит жене, нам дам по тыкве, молчи, пока пивом не умыло. Ну и так далее. То есть дадаистский роман Клеевич, такой своеобразный сбор материала, вот то, что вот где-то там нахватывалось, как какие-то грибки под ногами. Каков же я конкретный, к чему предназначен? И это все, это все пока что вот 10 августа 1973 года. Да, и довольно много. Боже мой. Я не верю, что это все было сделано. Да, ой-ой-ой, да. Не хочу ли я сказать, что многое случайно? Пока я не занят составлением теории, а лишь выработкой идеала. Хочу ему... Бог ты мой! Я никогда не думал, вот в то время, когда писал, что я пишу что-то, что может остаться как след не на песке. Мне казалось, что я вот напишу, и буквально через полчаса, через час это все волной смоет, потому что это несущественно. Мне нужны слова, которые бы творили реальность. Не просто потворствовали, не просто выбирали из нее что-то значимое, были бы... Нет, они должны были быть самой реальной. Вот это вот и называется романом, когда ты вот создаешь что-то такое, что создаешь усилием всего своего духовного, душевного и физического организма. Ну вот странно, что вот это вот требование, вот оно сквозит вот в каждом этом слове, да. Ему казалось, что книги, какие он мог написать и, вероятно, напишет, никогда не будут напечатаны. И поэтому он, какого черта вот напечатано, и не веря в это. И поэтому он не спешил с ними. Ответы на вопросы о смысле жизни он искал в буднях, вернее, этим мнимым вопросом, он настолько избегал презренных будней, ему было легче, когда он оставался один. Глава 2, традиционный персонаж. Ну тогда, да, завидую Гёте. Из далекого Китая Гёте получил фарфор, расписанный сюжетами из Вертера. Вот молодой Гёте пишет Вертера, и этот Вертер охватывает собой вот весь мир, реакцию. Что в далеком Китае фарфоры, скульптурки делают по его роману. И вот эта зависть к прекрасному, зависть к совершенно идеально реализованному, она будет в тебе такое жесткое стремление тоже что-то создать неимоверно настоящее. Вот не просто вот выписать какое-то слова. Если тебя вот преследует какое-то чувство, которое вот, от которого ты не уйдешь, которое на грани вообще невозможно, то ты также должен вот его и сохранить. И вот это вот желание, одно настоящее, сблизиться с другим настоящим, и в результате получится нечто написание, оно и спасало меня от того, что будни были совершенно другими, где веры вообще не было, потому что, мне было 20 с небольшим, я вообще не верил в то, что свою судьбу можно взять в свои руки, что-то переделать, что тебя могут помиловать. Как в романах Кафки. Там не нужна надежда. Если в романы Кафки так запустить ложечку меда, не так, как обычно выражается, ложечку дегтя в банку с медом, а наоборот, то словно бы романы сразу иссякнут и погибнут. То есть там надежда нужна, там сумрак и безысходность, потому что все схвачено бюрократией намертво, как будто бы она состоит из атомов бюрократических. Более того, если мы атом расщепляем, и дальше бюрократия уходит в кванты, и так далее. То есть все нет не бюрократических, да? Сам Господь Бог бюрократический. Поэтому романы Кафки столь ужасающе страшны. Если мы сравним его с романами Андрея Платонова, то по тексту, может быть, текст Платонова гораздо более вязкий, гораздо более пестро-драматичный, великолепно читающийся. Но вот этой квинтэссенции, инобытия, забюрократизированного, вот все-таки в ней нет, потому что социальная революция немножко в лучшую сторону попортила Платонова, потому что мы все немножко с верой в солнце жили, в победу солнца над
не над разумом, а над ситуативной вещью, которая нас угнетает. То, что вот можно было бы назвать бюрократией. Потому что, ну что, по сути, я как бы наивный был предан смыслом общечеловеческим и по-своему уничтожен тем, что сослан, вырван из жизни в ограниченную колючей проволокой зону, где все условно. И тогда ты говоришь себе, ага, понятно, здесь условность за колючей проволокой, также условность, то есть условность всюду. И тебе надо из множества условностей выбрать какое-то ядро, более или менее настоящее, в котором ты господствуешь, из которого можно сделать иную настоящую реальность, а не повседневную действительность. 14 августа 1973 года, боже, да если я так буду читать, я никогда не прочту эту книгу, и мне весьма нравится этот автор, хотя как бы я не знаю, во что он вырастет. Мне было бы интересно посмотреть на него. Вот сейчас ему 24 года. Было бы интересно посмотреть на него, когда ему будет 74, хотя мне сегодня 75. Тюмень, Новороссийск, 3-й раз. То есть я вырвался в Новороссийск 3-й раз. Я сумел оформить документы, нарисовать там какие-то справки, там подделать, все. Потому что если бы вдруг обнаружилось, что я вырывался из зон заключения, называлось это химией. Я работал на стройках народного хозяйства, строил Самотлор, Тюмень, Уфа, Альмерь. Нефтепровод я строил. Вот ту самую нефть, которая сегодня питается экономика стран. И если бы мы обнаружили, что я вырывался оттуда, меня бы заперли в тюрьму. Мне так и говорили, ни в коем случае не на свободу, никогда. Ты должен отработать на нефтепроводе. А я умудрялся сделаться больным по справкам, еще там, и улетал. И возвращался, предоставлял справки, но умные люди, там, умный милиционер, умный начальник, умные господа, которые делали эту реальность, и нефтепровод делали, видели, что мальчик, ну не безобразный, не, как бы не нахальный, не грубый, что можно его. Я думаю, они все это допускали. Да ладно, пусть погуляет, отдохнет. Хрен, его и так обидели. И вот то, что мне давали свободу вот так вырываться, якобы по этим... Все справки те были, в принципе, липовыми. Запросто могли взять меня за шкирку и отправить в тюрьму. А тюрьма это страшное дело, гораздо более страшно, чем работа на стройке. Ну вот. А у меня вот, пожалуйста, 14 августа, вот Тюмень, Новороссийск, 3-й раз. Идея и обнаженное человеческое тело. Идея и обнаженное человеческое тело одно и то же. Боже мой, да я сегодня, когда мне много лет, и я встречаюсь с человеком любимым, и под мочками моих пальцев проходит кожа обнаженного тела, я также мог бы сказать, что это идеально, что идея и тело – это одно и то же, что разницы нет. И вот здесь вот как раз и проходит граница любви, которая определяет все как идеально и совершенно. Вот тогда мы говорим себе, что мы любим. Никаких подделок здесь, никаких выяснений отношений, ничего нет. Есть только блаженство вот любви и переживания чистоты существования, нахождения как бы вот в этом мире. Это прекрасно, замечательно. Люди не короли, а компоненты равных себе. Как научиться рассуждать о жизни? Стереотипом, гарантия истинности, шаблон, способ передачи, конверт. Вот странно, ты все время бьешься над тем, что не можешь прорваться. Вот, допустим, если какая-то красотка держит вот в ладони бриллиант, она понимает, что это бриллиант, что вот в этом содержащемся камне собрано огромное количество возможностей. И женихов, там, и машины, домов, чего угодно. Вот так вот в ладони. Если захочется, даже и Бога можно представить себе в этом камне. Вот это вот и есть как бы словно бы существование. Вот это отождествление с предметом, это, конечно, сумасшедшее переживание человеческого духа. Но это если девушка любит бриллиант. Мне было 20 с небольшим, и я не так уж сильно понимал в бриллиантах и вообще знал, что вещь может быть как будто бы оплодотворена, что ли, настоящей материей, ее тяжестью, гравитацией, ее всеми этими атомами и кварками, которые можно вот там разогнать в синхрофазотроне и сказать: Господи, наконец-то мы эту истину, хоть немножко к ней приблизились. Что мы так мучаемся идеалами, идеологиями, конвенциями, договорами, вот тем, что нас окружает вокруг. Все вокруг и в предметах так много ненастоящего. И пока ты отшелушишь все это ненастоящее, от предмета ничего не остается. Ты уже уставший, уже измученный этой жизнью. Боже ты мой, почему все так? И вот хорошо, что вот здесь вот в этих вот словах это находится. Да. И эта дребедень называется житейской мудростью. Она всасывается с мало... Ё-моё, мне 24 года, я так пишу. Молодец, ладно. Начиная осознавать себя, мы рассыпаемся на мелкие житейские мудрости, инстинкты. Обобщая свое эго, получаем индивидуальность.
Ну хорошо, что значит, молодец я, что выдавливал из себя вот это желание, докопаться вот до того, что происходит, что я не давал случайным словам прорваться в мое бытие, потому что вот в разговоре с друзьями мы много слов расходуем как бы попусту, хотя в них содержатся и ядра, содержится очень много концентрированного смысла, но поскольку все как бы словно бы растворяется в воздухе, оно как-то утрачивает свою вот эту вот консистенцию, свою неприходящую суть. А когда ты это пытаешься вот сохранить в слове, зная, что и слово оно тоже не обладает всемогуществом, тем не менее в нем как бы что-то остается, да, и это хорошо. Я шел по улице, ты почему в эту минуту не думал о любви? А я и в самом деле залюбовался закатом и забыл о любви. Конечно, это не так, черт побери, но это все и так в то же время. Вот залюбовался закатом, будучи неполноценным человеком, будучи придавленным, как червь, задавленным, как этот таракан. Но тем не менее, вот ты оторвался куда-то, хоть немножко. Да, я вот представлю, что там вот за окном есть какой-то дом, в нем какая-то квартира, в этой квартире мне хорошо и так далее. То есть, одним словом, черт побери, что же такое мозг, да. В следующую минуту меня дернули. Почему не думаешь о смысле жизни? Не могу же я думать о всем сразу, заорал я. Нет, кратчево ответили. Определили главенствующую мысль. Из нее, как из ствола дерева, возьмут начало остальные. И любая мысль в любую минуту будет видеться воочию. Да, и так далее. То есть, да, удивительно. 2 октября 1973 года. Система запретов, пафос границ, диктатура пределов. Таков был стиль жизни Канта. Хотелось бы обладать стилем жизни Канта. 3.10.73 года, 3 октября. Между тем, то, что человек не вышел в гении, происходит зачастую от его способа жить до 30 лет. Вот мне это тоже очень понравилось. Вот какая-то цитата из какой-то книги, что если ты вот в молодые годы не концентрировался, то получалось, что ты приспосабливался к плавному течению, которое несет тебя, несет и несет. Да, я не жалею, что я открыл эти страницы. Черт побери, странно. Странно, что к этим страницам хочется написать еще одни страницы. Всего доброго.